Приветствую вас, дорогие слушатели! И мы продолжаем построение обмерного плана. И в этом видеоуроке мы с вами построим окна и проемы. Давайте начнем с окон. У нас их два. И я вам покажу два способа создания окна. Первый способ – это с помощью построения прямоугольника и полилиний, либо все полилиниями, либо все прямоугольником. То есть вы строите сами. Второй способ – это с помощью динамического блока. Давайте начнем. Давайте первый способ мы построим окно сами. Второй – ставим динамический блок и научимся его редактировать. Потому что мало уметь вставлять динамические блоки, надо уметь их еще и редактировать. Давайте создадим окно 1. Для этого мы поменяем слой на окна. Возьмем команду прямоугольник на панели рисования. Нарисуем с вами прямоугольник. Возьмем еще раз прямоугольник и нарисуем окно. Так, и обратите внимание, что опять мне нужно поменять привязку. Потому что если я сейчас нажму левую кнопку мыши, то нижний угол правого прямоугольника окажется у меня вот здесь. Там, где горит привязка. Для этого так, еще раз возьмем прямоугольник. Так, посмотрим, какие у нас включены привязки. Так, вот ближайшая привязка нам как раз нас и срабатывает. Так, вот мы показали стекло. Надо будет еще показать раму квадратиком, но мы сейчас ставим с вами динамический блок, и уже стекло и раму будем равнять по нему, потому что два окна в квартире, они, конечно, одинаковые, да? Поэтому, чтобы здесь потом не исправлять, мы просто скопируем. Первый способ, в принципе, окно-то построено. Оно же здесь не выстраивается детально. Здесь условное обозначение окна. То есть сам проем и стекло. Все. То есть, в принципе, окно готово. Второй способ. У вас к этому уроку будет приложен файл. Он называется «Окна и двери». Вы на него два раза левой кнопкой мыши нажимаете, и открывается файл. Здесь вы увидите два динамических блока. Первый – это двери, второй – окна. Нас сейчас интересуют только окна. Если я нажму на динамический блок окна один раз левой кнопкой мыши, то у меня появится у этого объекта много разных ручек. Ручка квадрата нам знакома, да? Мы за нее можем переносить объект. Стрелочки показывают, если вот нажмем, например, на эту стрелочку левой кнопкой мыши, своего рода характеристики или свойства данного объекта, который вы можете выбрать. С четвертью окно. Опять навожу на стрелочку, она загорается оранжевым цветом. Левую кнопку мыши нажимаю. Балконная дверь слева. Балконная дверь справа. Кстати, у нас с вами балконная дверь справа. И без четверти. Балконная дверь справа, обратите внимание, здесь с четвертью. У нас с вами без четверти. Четверть – это вот этот вырез у окна. Вырез это равен половине, он равен кирпичу, то есть с четвертью окна у нас там, где кирпич.
Если кирпичные стены, там будет окно с четвертью. Ну, это уже детали других проектов. Так, мы с вами выбираем окно без четверти. Балконный блок мы просто сами дорисуем. Здесь вот у этой стрелочки можно выделять глубину окна или его толщину, проем, точнее, правильно, да? Здесь у нас длина. Мы с вами выделяем окно, нажимаем на клавиатуре сочетание клавиши Ctrl-C, переходим в наш файл и нажимаем Ctrl-V. И ставим наше окно, ну, в один из углов проема оконного. Я сюда поставлю. Растягиваем по длине. Но обратите внимание, что у нас длина индивидуальная. И здесь нет окна, равного нашему окну. Вот, поэтому мы либо можем сделать меньше окно, либо больше. Не принципиально. А вот толщину можно будет сделать такую же, как у нас. И тоже обратите внимание, что слои у этих окон разные. Наш слой окна, а этот AR окна. Данный объект уже был в предыдущем файле на своем созданном слое. И поэтому, когда вы объект копируете сочетанием клавиши Ctrl-C и переносите и вставляете в другой файл сочетанием клавиши Ctrl-V, то помимо объекта и линии вы копируете еще и свойства и слои. Поэтому мы можем только поменять обратно на окна. Но ничего у нас не изменится именно в свойствах, потому что это блок. То есть внешне вы его перенесли на окна, а внутри линии и все его свойства вы пока что не перенесли. Для того, чтобы перенести нам наше окно, сначала нам его все равно нужно редактировать, как вы видите, да? Для этого мы выделяем окно и нажимаем команду «Расчленить». Вот оно, в вкладке «Редактирование». Маркировка окна «Delete». Теперь, нажимая на это окно, оно уже не единым объектом у нас выделяется, а по линиям. Выделяем наш объект, только не полностью, а именно ту часть, которую нам нужно сместить. Команду «Переместить», нижний угол и переносим к стене. Но у нас остались вот эти усики, которые... Так, вот здесь нет, а вот здесь да. Что мы делаем? Нажимаем на линию и за ручку переносим в упор к стене. Так, и вот здесь тоже. Здесь ничего. Все, теперь мы можем выделить наше окно и перенести на слой окна. Но тоже ничего не меняется. Все потому, что свойства мы с вами не поменяли. Свойство у нас находится почти рядом со слоем. Вот оно. И здесь, видите, когда я выделила, строчки пустые. А вот если я выделю это окно, да, обратите внимание, здесь у нас цвет по слою, толщина линий по слою, тип линии тоже по слою. Прошу прощения. Поэтому мы еще раз выделяем наше окно, которое раньше было блоком. Идем в свойства и каждую строчку делаем по слою. Опять выделяем по слою и по слою. Теперь Escape. И обратите внимание, что теперь у нас окна идентичны.
Вот вы теперь владеете, знаете два способа создания окна. В принципе, такой же способ и у дверей. То есть вы либо создаете сами с помощью примитивов рисования, либо вставляете динамические блоки. Но учтите, что чаще всего динамические блоки в любом случае придется редактировать. Не всегда, но